Всем привет, девчонки! У кого есть желание, присылайте фото своих готовых работ, выполненные по моим мастер-классам. Я буду создавать вот такие видео-шортс для ютуба. Ссылки на социальные сети есть под каждым видео. Также огромную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас, во времена отсутствия монетизации, меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам. Спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем вот такой классный летний топ. Вяжется очень просто. Он состоит только лишь из квадратов и пятиугольников. Еще прошлым летом я увидела этот топ на просторах Пинтереста и безумно захотелось его повторить. Результат мне очень и очень понравился. Я использовала пряжу Premium Astra Jeans, 48% хлопок, 52% акрил, в 50 граммах 135 метров. Номера цветов и точный расход пряжи я напишу, как обычно, в описании под видео. И чтобы всем не отвечать, где я покупала эту пряжу, ссылку я также оставлю в описании под видео. Нить этой пряжи чуть толще, чем обычный джинс, поэтому по итогу изделие очень хорошо держит форму, что мне очень нравится. Если бы мы вязали из более тонкой пряжи, он бы не держал так хорошо форму, он бы вот такой гнулся, как тряпочка. Я не хотела такого эффекта, поэтому я очень рада, что попробовала наконец-то эту пряжу. Я вязала крючком номер 3,5, вы можете вязать любым вам удобным. Если вы возьмете крючок побольше и будете вязать посвободнее, то у вас получится размеры квадратиков и шестиугольников побольше, что хорошо для размеров побольше девушек. Например, если у вас побольше грудь, 46-48 размера. И наоборот, если вы маленького размера, XS, S, то вам нужно вязать крючком поменьше и поплотнее. Таким образом, у вас квадратики и шестиугольники получатся размером чуть меньше. Девчонки, как вы уже заметили, я очень много вяжу, и при такой сидячей деятельности физическая активность просто жизненно необходима. Тем более скоро лето, и самое время подготовить свое тело к пляжному сезону. Домашние тренировки вместе с платформой FitStars – это самый удобный вариант для меня. FitStars – это крупнейший каталог фитнес-программ для дома. Я занимаюсь по тренировкам уже достаточно давно, и я безумно рада тому прогрессу, который у меня сейчас есть. У меня перестала болеть шея, спина, выровнялась осанка и, в общем, улучшилось мое физическое здоровье. Что касается тренировок, то они длятся от 7 до 30 минут в день без специального оборудования. Тренироваться можно в любом удобном месте, смотреть тренировки в любом формате, с телевизора, планшета, телефона. Это мой самый любимый формат, просто смотри и повторяй. На FitStars огромное множество разнообразных тренировок по различным программам. Это похудение, растяжки, зарядки, здоровая спина, йога, танцы, пилатес. Есть даже программы для детей от 3 лет и многое другое. Все эти программы подходят для новичков и разработаны супертренерами FitStars. А еще смотрите, какой есть вкусный раздел «Правильное питание». Там собраны самые вкусные и полезные рецепты на завтрак, обед и ужин, в которых для вашего удобства уже посчитаны калории, белки, жиры и углеводы. Я, кстати, очень много рецептов уже попробовала. А теперь самая главная новость. Тариф безлимит вернули навсегда. Я рекомендую взять именно этот тариф, ведь заплатив всего лишь один раз, вы получаете доступ ко всем тренировкам навсегда. А еще за оформление подписки и за выполнение тренировок вы получаете сертификаты в фирменный магазин FitStars Shop и умные весы, которые измеряют аж 15 показателей всего за 5999 рублей. Чтобы участвовать в этой акции, переходите на сайт и обязательно нажимайте на кнопку «Участвовать» в своем личном кабинете. По моему промокоду «Любовь вяжет» вы получите скидку аж в 70% на тариф безлимит навсегда. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании под видео и забирайте крутые призы, пока они есть. Будьте здоровы! Начинаем вязание квадрата. В кольцо амигуруми набираем 12 столбиков с одним накидом. Делаем колечко, обхватываем 2 пальчика, продеваем крючок, вытаскиваем нить, закрепительная петля. Подтягиваем колечко так, как вам, чтобы было удобно. Хвостик лежит всегда параллельно колечку. Делаем имитацию столбика с одним накидом, 2 воздушные петли. Раз, 2. И еще в это колечко нам нужно провязать 11 столбиков с накидом. Накид в колечко. Привязываем первый столбик, второй и последний 11. То есть всего у нас получилось, если посчитать, 12 столбиков. Сейчас тянем за хвостик, чтобы колечко внутри затянулось, не было отверстия. И провязываем соединительный столбик во вторую петельку изначально набранной косички. Вот когда мы делали имитацию столбика из 2 косичек. Продеваем крючок и соединительный столбик. Далее делаем одну воздушную петлю и сразу же делаем вот этот объемный элемент. Будем называть это шишечкой для удобства. Делаем накид. Смотрите, сейчас мы вот над вот этим столбиком провязываем в следующий столбик, как бы вот так, огибая его сзади. Сделали накид, продеваем крючок под столбик, вытаскиваем вот таким образом рабочую нить. Вот так подтягиваем наверх, делаем еще один накид, также продеваем сзади, огибаем этот
столбик, вытаскиваем нить, вот так подтягиваем наверх и делаем третий накид. Опять все то же самое, продеваем рабочую нить. Подтягиваем до одного уровня. Сейчас, смотрите, через все вот эти петельки на крючке продеваем одной рабочей нитью, кроме вот этой последней. Делаем накид, продеваем через все петельки, кроме вот этой последней. И через 2 петли на крючке одной рабочей нитью. Далее нам нужно провязать вот сразу же в первую свободную петельку. Сейчас будем вязать именно в петлю. Вот она сразу же свободная первая. 3 столбика с накидом. Накид в петельку. Первый столбик, накид сюда же, второй, накид сюда же, третий. Далее, смотрите, мы пропускаем вот этот столбик, который свободный был, и вяжем в следующий, вот этот объемный элемент, нашу шишечку. Делаем первый накид под этот столбик, вытаскиваем, подтягиваем наверх, накид второй, вытаскиваем нить, накид третий, вытаскиваем нить. Вот так подтянем до одного уровня. Через все петельки на крючке, кроме последней, одной рабочей нитью, через 2 петли одной рабочей нитью. Далее нам нужно провязать уголок, уже будем формировать уголочки. Это 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сейчас будем провязывать еще 3 вот таких вот элемента. Делаем накид. Сразу же в первый свободный столбик провязываем вот эту нашу шишечку. Первый раз вытянули. Второй. Третий. Через все петельки, кроме последней, и через 2 петли на крючке одной нитью. Далее в следующую свободную петельку 3 столбика с накидом. Накид, пропускаем вот этот столбик, вяжем в следующий шишечку. Следующий уголок провязываем 3 воздушные петли. Делаем все то же самое. Сразу же в первый свободный столбик провязываем шишечку. 3 столбика с накидом в следующую свободную петельку. И провязываем шишечку в следующий столбик. Вот этот пропускаем, вяжем в следующий. Провязываем очередной уголок, 3 воздушные петли. И провязываем последний вот этот элемент. Продеваем крючок сразу же в первый свободный столбик. В следующую свободную петельку провязываем 3 столбика с накидом. Вот этот столбик мы пропускаем и вяжем, вот он самый наш последний, тот, из которого состоит у нас из 2 воздушных петель. Вот как раз он последний. Если вы все правильно сделали, он у вас должен остаться последний. Провязываем в него вот эту нашу шишечку. Провязываем последний уголок, это 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем соединительный столбик. Вот смотрите, вот в эту петельку, которая вот прям четко над вот этой шишечкой. Вот она такая слегка вытянутая. Вытаскиваем нить, и именно я сейчас делаю смену нити. Продеваю через 2 петельки на крючке новый цвет нити. Синюю можно обрезать. Завязываем на несколько узелков. Вот смотрите, что у нас получилось. Вот эти наши 4 уголочка, которые формируют наш квадратик. Далее делаем 2 воздушные петли. Это имитация столбика с накидом. 1, 2. Далее провязываем в следующую свободную петельку. Вот как бы мы сейчас ровно над шишечкой, нам нужно провязать вот сюда, следующая петля, столбик с накидом. То есть мы провязали сейчас вот этот столбик с накидом над первым из вот этих 3, когда мы провязывали. Сейчас в средний, во второй провязываем вот эту шишечку, точно так же. И заканчиваем эту сторону 2 столбиками с 1 накидом. То есть первый столбик мы провязываем в последний столбик из 3, вот в петельку. И еще 1 столбик с накидом вот в самую последнюю вот эту петельку, которая над вот этой шишечкой. То есть у нас каждая сторона будет состоять из 2 столбиков одинарных, шишечка и 2 столбика. Далее в уголок провязываем 2 столбика с накидом. Первый, второй, 2 воздушные петли. И сюда же 2 столбика с накидом. Далее делаем все то же самое, как я вам сейчас показала. То есть мы провязываем первый столбик с накидом вот в петельку вот этой вот шишечки. Первый. Далее сразу же в следующую петельку второй столбик. В этот средний столбик из 3 шишечку. И заканчиваем 2 столбиками. Первый столбик сразу же в первую свободную петельку. И второй столбик вот прямо над вот этой шишечкой.
Провязываем опять уголок, 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика, и так провязываем до конца. Подходим к началу, последний уголочек провязываем как обычно. И делаем соединительный столбик во вторую петельку изначально набранной косички. Не до конца делаем смену нити, а через 2 петельки на крючке я опять продеваю голубой цвет. Белый обрезаем, завязываем на несколько узелков. И сейчас делаем просто ряд обвязки. Делаем одну воздушную петельку, сразу же в следующую свободную петлю провязываем столбик без накида. Сейчас будем делать обвязку просто столбиками без накида. Следующая петелька, столбик без накида. Следующая, и так до уголочка. В уголок мы провязываем 4 столбика без накида. Второй, третий, четвертый. Далее обвязываем следующую сторону. Смотрите, сразу же вот эту петельку не забывайте. Вот столбик, прям вот она, петля первая. То есть у нас по стороне должно получиться, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков без накида по каждой стороне. Сейчас опять провязываем уголок, 4 столбика без накида, и таким образом обвязываем весь квадрат. Подошли к самому началу, после последнего уголочка провязываем первый столбик, второй и третий. Ниточку обрезаем, хвостик вытаскиваем и с изнаночной стороны делаем незаметное соединение. В следующую петельку продеваем крючок, вытаскиваем хвостик, возвращаемся назад, продеваем крючок в перемычку, вылазим в косичку и туда продеваем хвостик. Вот такое у нас соединение получилось. Квадратик готов. Все вот эти хвостики завязываем на несколько узелочков. Также нам нужен шестиугольник. Делаем все абсолютно то же самое, просто у нас добавится еще одна сторона. Сейчас в кольцо амигуруми вместо 12 столбиков, как мы набирали на квадрат, нам нужно провязать 15 столбиков с одним накидом. Делаем колечко. Все то же самое. Я вам даже сейчас не буду подробно рассказывать, вы это и так все поймете относительно квадратика. Набираем 2 воздушные петли и еще 14 столбиков с накидом. Подтягиваем за хвостик, замыкаем в круг, как обычно. Воздушная петля. И сразу же, вот не в этот столбик, а в следующий провязываем шишечку. Далее в следующую свободную петельку 3 столбика. Далее вот этот пропускаем столбик, вяжем в следующую шишечку. Вяжем уголок, 3 воздушные петли. И сразу же в следующий свободный столбик провязываем шишечку. В следующую свободную петельку провязываем 3 столбика с накидом. И шишечку провязываем, пропуская вот этот столбик в следующий. Провязываем еще один уголок, 3 воздушные петли и делаем все абсолютно то же самое. То есть вот таких вот элементов у нас должно получиться 5. Как обычно, в конце делаем последний уголок, 3 воздушные петли, соединительный столбик вот в эту петельку от вот этой шишечки. Не до конца делаем смену нити, закрепляем. Вот смотрите, что у нас получилось. Считаем первый элемент, второй, третий, 4 и 5. Всего у нас, значит, получиться должно 5 уголочков. 1, 2, 3, 4, 5. Далее делаем все то же самое. 2 воздушные петли, столбик с накидом в следующую свободную петельку. Все то же самое, как на квадратике. В средний столбик шишечка. И заканчиваем эту сторону 2 столбиками одинарными. 1 и 2. В уголок провязываем 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. И все последующие стороны вяжем абсолютно идентично. В самом конце, в последнюю арочку, провязываем уголок, как обычно. И провязываем соединительный столбик во вторую петельку изначально набранной косички. Не до конца. Делаем смену нити. Подсоединяем голубую. Закрепляем. И делаем обвязку точно так же, как на квадратике. 1 воздушная петелька, в следующую свободную петлю столбик без накида, в следующую столбик без накида. И таким образом провязываем все стороны. После последнего уголочка провязываем 1 столбик, 2 и 3. И закрепляем, как на квадратике. И вот такой классный шестиугольник у нас получился.
Вот он, квадратик. Вот эти стороны у нас получились одинаковые. Размер квадратика получился примерно 7,5 сантиметров по стороне. Здесь, соответственно, то же самое. Если вы вяжете точно такой же пряжей, точно таким же крючком, и у вас получился размер меньше либо больше, это означает, что у нас с вами просто разная плотность вязания. Итак, для нашего топа нам понадобится 6 пятиугольников и какое-то количество квадратиков. Во-первых, я пока что не знаю, как он у меня будет завязываться на спинке. Во-вторых, я не знаю точно, какой длины я хочу топ. Возможно, здесь нужно будет подсоединять еще какое-то количество полос из квадратов. Поэтому пока что я связала вот такое количество квадратиков. Сейчас мы все соединим их между собой, сошьем. Я это все примерю на себя, посмотрю, как это выглядит. И отталкиваясь от этого, будем думать, что нам сделать со спинкой и с длиной топа. Начать сшивать можно абсолютно с любого места. Ну вот, например, давайте начнем сшивать вот здесь. Здесь закончим. Здесь потом аналогично свяжем. И потом единым шовчиком свяжем здесь и здесь. Сшивать можно абсолютно любым способом, который вы знаете, который вы хотите. Например, первый способ — это объемная косичка. Объемный шовчик у нас будет, как вот в этом мастер-классе с авоськой или в этом мастер-классе с кардиганом. Перейдите в те мастер-классы, посмотрите, как я это делаю. Один из вариантов плоского шва. Посмотрите, перейдите вот в этот мастер-класс. Мне понравился третий способ, как вот мы соединяли шестиугольники в этой жилеточке и вот в этом мастер-классе. Все очень просто. Заправляем отрезок пряжи в иголку с толстым ушком и начинаем сшивать. Смотрите, помните, у нас в уголочке в каждом квадратике было по 4 петельки. 2 относятся к этой стороне, 2 к этой стороне. Сейчас продеваем в петельку, которая относится к этой стороне, в первую, как бы. Вот первая, вот вторая в уголочке. И аналогично во втором квадратике. Хвостик оставляем, потом мы его заправим на изнанке. Далее продеваем следующую петельку, то есть мы будем сшивать как бы вот таким образом, сверху вниз, также в серединку. И здесь вылазим в серединке, в следующей петельке. Сильно этот шовчик не стягивайте, но и не делайте так, чтобы он был слишком расслабленным. Далее следующая петля на этом квадратике. Затягиваем. Все, таким образом прошиваем всю сторону. Подошли к следующему уголочку. Здесь точно так же сшиваем только 2 петельки, которые относятся как бы к этой стороне. Вот эти 2 петельки мы не трогаем. Так, вторую провязали. И подсоединяем следующую пару наших квадратика и пятиугольника. Ищем 2 петельки, которые относятся к этой стороне. Так как мы закончили здесь сверху, здесь также продолжаем вязать сверху здесь. То же самое. То есть все очень просто. Здесь в уголочках подтягивайте немного потуже, чтобы здесь не было больших отверстий. Далее подсоединяем вот эти 2 детали аналогично. Здесь в конце ниточку обрезаем. И можно как-нибудь спрятать на изнанке. Продеваем вот в какие-нибудь петельки. И прячем. Можно расслоить эту ниточку на несколько маленьких тоненьких ниточек и завязываем на несколько узелочков. Далее можно продолжить сшивать вот с этого места уже по вертикальным шовчикам. Смотрите, подсоединяемся здесь. Сейчас будем провязывать вот здесь до конца. Точно так же подсоединяемся к этим 2 петелькам, которые в уголочке. Здесь аналогично на втором квадрате. Провязываем до вот этого места. И когда мы подошли к месту соединения 4 деталей, смотрите, здесь мы провязали точно так же в уголочке по 2 петельки, которые относятся к этой стороне. И здесь, в этом случае, когда мы провязываем перпендикулярно уже образовавшемуся шовчику, здесь можно задействовать вот эту 1 петельку, которая относится к этой стороне, то есть как бы 3-ю, чтобы здесь не было сильно большого пространства, не было большой дырочки. Так, и все, перескакиваем либо здесь поверху, либо можно здесь снизу, чтобы здесь не было больших протяжек в уголочке вот этой нити. И вот смотрите, продеваем вот в эти 2 петельки, которые относятся к этой стороне. Тут можно подтянуть потуже, чтобы не было большого отверстия. Все, и заканчиваем сшивание до конца. Когда подошли к концу, здесь также ниточку обрезаем и закрепляем на изнанке. Далее можно сшить вот в этом месте. Начинаем здесь, сшиваем, вот до этого места доходим и провязываем далее либо в эту сторону, какую хотите. Ниточку обрезаем и потом подсоединяемся к этому месту и здесь заканчиваем сшивать. Здесь сшили по 2 петельки, которые относятся к этой стороне. И, например, давайте продолжим сшивать по этой стороне. И здесь подсоединяем уже новый пятиугольник. Здесь я закончила снизу, поэтому подсоединяюсь также снизу, с этой стороны. И вот здесь продолжаю сшивать. И теперь сшиваем эту сторону, подсоединяемся. Можно, например, подсоединиться в уже прошитые петельки, чтобы туда потом спрятать вот этот хвостик. И продолжаем.
У нас получились две одинаковые детали. И сейчас сшиваем вот этот квадратик, который ровно посерединке. Подтянемся здесь, вяжем здесь до конца, ниточку обрезаем, закрепляем. И здесь аналогично. Итак, все сшили. Нам осталось соединить вот эти две части пятиугольников. Можно вот так подтянуть их друг к другу. С изнаночной стороны продеваем вот прям ровно, прям в уголочке. Просто отрезок пряжи. И завязываем на несколько узелочков. Хорошо, чтобы не развязалось. Вот такая красота у нас получилась. Я сейчас это приложила к себе, посмотрела, как это смотрится. Все отлично, мне нравится. Единственное, я хочу здесь добавить еще по одной полосочке вот этих вот квадратиков. Поэтому я сейчас их пришиваю. Сначала здесь, потом здесь единым шовчиком. Когда подсоединяем новую пару квадратиков, в принципе, можно и вот таким образом, как я. То есть сейчас я, видите, соединила их здесь вместе, две штучки. И подсоединюсь вот сюда. Ниточку обрезаю и закрепляю на изнанке. Либо можно было бы начать отсюда, то есть я здесь закрепляю иголочкой, здесь на несколько узелочков завязываю и вот таким образом прошиваю в ту сторону. Итак, смотрите, что у меня получилось. В итоге я добавила еще по одному квадратику с каждой стороны. Вот, смотрите, общее количество квадратов. Смотрите, я сейчас все это примерила на себя. Очень классно смотрится, мне очень нравится. Но чтобы носить его можно было в городе, я хочу пришить еще одну полосу квадратиков по низу, чтобы он стал подлиннее. И, конечно же, лучше всего, если вы заранее знаете, какое количество квадратов вы будете в длину пришивать, и будет намного лучше, если вы будете сшивать все это единым шовчиком, да, то есть, например, я сейчас вот это сшивала одним швом, и придется мне сейчас сшивать вот этим маленьким шовчиком. Это было бы, конечно, красивее, если бы мы сначала шили вот здесь все квадратики по длине, и потом вот единым шовчиком сшивали здесь все квадраты. Но ничего страшного, в принципе, я постараюсь сделать так, чтобы начало и конец шовчика было не видно. Итак, вот что у меня получилось. Все, я на этом остановлюсь. И что касается застежки, каким образом он будет застегиваться сзади. Изначально я хотела сделать шнуровку, но сейчас в процессе примерок поняла, что я хочу просто без шнуровки, поэтому сейчас я просто закончу здесь последним шовчиком ровно по серединке сзади. Если, к примеру, вы хотите сделать шнуровку, что тоже будет очень классно смотреться, просто берем нашу пряжу, делаем закрепительную петельку и набираем нужное количество петель, просто вяжем воздушную цепочку, это и будет наш шнурок. Набрали нужную длину цепочки, здесь обрезаем, хвостик вытаскиваем, потуже затягиваем и делаем шнуровку. Вот у нас как раз здесь есть такие отверстия, продеваем сюда, можно потом посерединке ровно квадратика, здесь в эти отверстия и вот таким образом шнуруем. И вот смотрите, какая классная шнуровка получилась. Здесь можно завязать на узелочек. Готово. И сейчас перед вывязыванием лямочек я хочу пройтись одним рядом прям по всем краям здесь сверху, по низу, просто столбиками без накида, чтобы выровнять вот эти наши края и места соединения квадратиков. В принципе, если у вас здесь все получилось ровно, вы можете этого не делать. Подсоединяемся с лицевой стороны абсолютно в любом месте. И вот прям по видимым петелькам за обе стеночки продеваем нить. Кстати, если хотите, можно и контрастным цветом, например, другим, который у вас здесь внутри, делать обвязку. Все, и вот так прям в каждую петельку провязываем столбики без накида. Когда подходим вот к этим ложбинкам, если они у вас получились так же, как и у меня, в зависимости от того, насколько они у вас глубокие. Если вот такие, как у меня, не сильно глубокие, здесь также можно провязывать столбик без накида, но не так туго, а просто посвободнее. И таким образом он будет чуть выше обычного столбика без накида. Вот видите? Выравнивается край. Вот когда провяжем всю эту ложбинку, как бы ее заполним, потом провязываем, как обычно, плотненько. Потом еще дополнительно утюгом мы это все можем прогладить. И видите, все у нас, она все выпрямилась. Например, если у вас получилась сильно глубокая ложбинка, заполняйте ее таким образом. Вот, например, подошли к ней, провязывайте следующую петельку, например, полустолбик с накидом, далее в самое глубокое место столбик с одним накидом, потом наоборот по убывающей опять полустолбик с накидом и обычные столбики без накида. Когда подошли к началу ряда, делаем последнюю петельку, обрезаем нить и делаем незаметное соединение, как обычно мы делали во всех квадратиках. Здесь, когда подходим и делаем обвязку на пятиугольниках, точно так же не пропускаем петельки, провязываем прям в каждую петлю. Готово. Мне очень нравится, как получилось с обвязкой. Сейчас можно прогладить с изнаночной стороны, так, чтобы вот эти шовчики все разгладились. Но не нажимайте на вот эти места сильно, чтобы вот эти наши пупырки не стали сильно плоскими, потому что вся красота, в принципе, в них. Для удобства можно было бы это все прогладить, когда мы еще не соединяли последний шовчик, когда он еще у нас был полностью раскрытый. И нам осталось связать лямки. Берем нить, продеваем крючок, смотрите, вот в самый уголочек, вот здесь по краю, в какую-нибудь петельку одну. Делаем закрепительную петлю.
И провязываем нужное количество петель, то есть делаем воздушную цепочку, чтобы вот у вас получилось вот таким образом. В зависимости от того, хотите вы здесь, чтобы он был длинный, вот этот треугольничек, либо наоборот короткий. Вот я набирала 11 воздушных петель на каждую вот эту лямочку. Вот, довязала, оставляю, не обрезаю нить, беру хвостик с другого конца клубочка, либо с серединки можно взять, и точно так же подсоединяю с обратной стороны в какую-нибудь петельку, самую угловую, провязываю аналогичное количество петель, также крючок вытаскиваю, вот так примеряю, примерно смотрю, нравится ли мне треугольничек, который получается. Берем крючок побольше, я взяла 4, потому что сейчас мы будем вязать из 2 нитей, чтобы было удобно. Продеваем крючок в эту петельку, затягиваем, и вот эту, то есть 2 петельки на крючке. И сейчас будем продолжать вязать воздушную цепочку, но уже из 2 нитей. Вот эти 2 петельки на крючке подтягиваем, чтобы здесь не было больших петель. И продолжаем вязать в зависимости от того, какой длины лямочки вы хотите. Вариантов, как можно сделать лямочки, множество. Например, вот вы провязали какое-то количество петель, и можно завязывать сзади на шее на узелочек. Далее второй вариант. Вы провяжите побольше количество петель, чтобы подлиннее была лямочка. И подсоединяем вот здесь сзади. Либо точно так же, просто крест на крест. Вот, скорее всего, я такой сейчас вариант сделаю. Примеряйте каждый раз. Смотрите, нравится ли вам длина, устраивает ли длина лямочек. Закрепляем абсолютно в любом месте, где вам хочется. Сзади на спинке. Таким образом вытаскиваем хвостики. И сзади эти хвостики, кончики прячем на изнанке, завязываем на несколько узелочков и обрезаем. Размер топа в ширину получился 39 сантиметров, здесь в длину 29 сантиметров. Наш топ полностью готов. Всем спасибо за просмотр, всем пока!